Это вот такой вот, знаете, вездеход с супер характеристиками, действительно с очень крутыми характеристиками, с экраном у нас 120-герцовым, с батареей на 9600 мА, с быстрой зарядкой 66 Вт, с зарядочкой вот здесь вот у нас беспроводной, с микроскопом, с флиром, а флир это... У нас термальная камера, это тепловизионная, даже не термальная, а тепловизионная камера, которая может подходить и для строителей, и для диагностов, и для чего угодно. То есть вы можете там делать какие-то невероятные штуки. Да и сама по себе основная камера до 108 мегапикселей, защищен всеми возможными стандартами и имеет 5G на Dimensity 7050, по-моему. Да, и еще и с памятью, хранилищем 512 гигабайт. Ну, слишком много я называю каких-то характеристик, поэтому вот на канале Технозон поехали. Конечно, мы с вами на сайте AliExpress. Именно там я его покупал. Стоит он на момент текущей съемки у нас вот так вот просто базовый 18T Ultra 5G 464 бакса. Но советую по ссылке в описании под видео посмотреть актуальную цену. Смотрите, я брал вот с таким вот закаленным стеклом. Кстати, прикольная тема. Здесь есть варианты того, что можно купить с чехлом, со всякими. Тут не чехол, а он такой, знаете, крепление. С беспроводной зарядкой, зарядкой, чехлом, с эндоскопом, потому что да, у Ulefone есть своя серия устройств, эндоскопия, еще дополнительные микроскопы, различные девайсы, потому что у них есть свое там крепление, грубо говоря, посмотрите уже поближе, когда на распаковочке, с эндоскопом, потом с микроскопом еще можно брать, я делал уже когда-то обзор, когда 21-ю Ulefone обозревал, можно совсем вместе брать, и от этого меняется, конечно же, цена, можете пойти посмотреть, поконфигурировать, и будет вам более понятна сама цена. Из того, что здесь заявляется базовое, это Mediatek Dimensity 7050, очень даже неплохой процессор, где-то у нас там больше 500 тысяч на Antutu выдает, на 512 гигов, у нас 12 гигов памяти с расширением до 12, обыкновенный своп из хранилища, 66 ватт супер быстрая зарядка, 15-ваттная беспроводная плюс 5-ваттная реверсная. Это значит, что с него можно еще заряжать сверху еще какое-то вот беспроводное устройство, наушники, например, можете. 120-герцовый экранчик, при этом он Full HD, с Corning Gorilla Glass 5, 108-мегапиксельная камера, Android 13, короче, с поддержкой NFC, с GPS, GLONASS, Baidu и всей остальной лабуды, короче. Ну, слушайте, настолько он крутой. Теперь давайте посмотрим именно варианты. Смотрите, ну, очень будет много проходок, вы будете видеть его с разных сторон, а уже там саму комплектацию коробки, вот, кстати, коробка, мы посмотрим уже, когда я распакую и покажу вам более детально. Но, смотрите, у нас есть FLIR Lepton 3.5. Термальная камера, тепловизионная. Ну вот мы видите там пример, да, мы там снимали, искали утечки тепла, очень прикольно, классная, очень подходит для строителей, для монтажников, для диагностов, для, допустим, тех, кто тестирует автокондиционеры, для автомобилистов подходит, именно для автослесарей, допустим, для поиска утечки какой-то там газов каких-то, я не знаю, там очень много вариантов использования тепловизионных вот этих вот датчиков, которые еще показывают температуру. Можно показать среднюю, можно показать точную, по точке температуру выяснить. Это очень классная тема. Сам по себе FLIR это не самое большое достоинство. У него есть еще микроскоп. У него есть еще, что у нас тут они заявляются? Ну, массивная батарея, это мы уже поняли. Они все на этот FLIR давят, понимаете? Потому что это продвинутый FLIR у нас. Именно у нас был когда-то уже смартфон с тепловизионной камерой, только другого производителя, но там был G99. И вот на не G99 даже, а какой-то более слабый проц, и там прям была проблема. То есть FLIR работал, но он не работал так быстро. А здесь под FLIR поставили действительно мощный процессор. Очень-очень классная тема. Так, ну здесь они пишут про Dimensity, 6-нанометровый процессор Cortex A78. Ну тут давайте, справедливости ради, это всего лишь 2 ядра Cortex A78 по 2,6 и 6 ядер Cortex A55 по 2 ГГц, 5G проц. 108-мегапиксельная камера. И чтобы вы понимали, это Samsung SSL HM2. Неплохой модуль. Я не скажу, что это топовый модуль, но очень неплохо снимает. То есть там какие-то вот примеры фоток сейчас вы видите, да, там перелистываются. Очень
очень-очень прикольно. То есть нет вопросов с экспозицией, да, у меня в некоторых дешевых смартфонах было, да, в принципе, это трудно назвать вообще дешевым. 5-мегапиксельная микроленс камера с 60X. Это, по сути, вот вам тоже сейчас пример того, что если вы видите ворс, то это ворс дивана, чтобы вы понимали. То есть это покрытие дивана, это микроскоп. По сути, еще и с подсветочкой. Дальше у нас по зарядке. Очень классная тема. 20% батареи в 10 минут, с учетом того, что здесь 9600 мАh. И, грубо говоря, за 30 минут мы зарядим до 52%. Это, классный показатель, вот серьезно вам говорю. При этом он поддерживает внешние устройства для, опять же, тех же автомобилистов. Тот же самый, скажем так, эндоскоп, микроскоп для различных моментов диагностики какого-нибудь оборудования и тому подобного. Ну, с экраном 6,58 дюймов и с разрешением 2408 на 1080, с отношением сторон 20 на 9 и 401 ppi, это действительно неплохо. Он очень яркий, вы увидите, и очень-очень прикольный за 120 Гц. То есть тут тоже у меня как бы вопросов нет. То, что он защищен по всем стандартам, там, влаговодозащиты, и самое интересное, не просто стандарты, он защищен по стандартам MIL STD 810H. Это у нас военные стандарты, это у нас защита от песка и пыли, 30 минут под водой больше, там, около 1,5 метров. С 1,5 метров он выдерживает падение. То есть это просто невероятно. У него там еще антишейк, противовибрационная защита. И по батарее заявляется, что хватит его на 524 часа стендбая, 39 часов звонков, 22 часа видео и 15 часов непрерывного гейминга. Кстати, по Wi-Fi 6 действительно проблем нет, как и по GPS. Дальше мы все будем уже смотреть с вами на распаковочке. Телефон мне очень сильно понравился. На нем вы можете поиграть практически в любые игры. У него стоит Mali G. А я вот, знаете, что самое интересное? Я уже где-то что снимал обзор, я когда смотрел, я вот не назвал, там стоит Mali G68, и это очень даже неплохо, потому что, например, у ближайших телефонов конкурентов вот такого вот класса, которые там, грубо говоря, такие ударопрочные кирпичи, это Mali G57 максимально то, что я видел. Здесь Mali G68. При том, что защита, например, у нас Лена, наша админ-студия, находила, снимала, куда-то уронила, он грязный, вы сейчас видите, она просто его засунула под воду и помыла, да, там пыль смыла, пришла, и он абсолютно прикольный. У него, кстати, вы можете заказывать смело без стекла, если вы, допустим, там хотите сэкономить. У него стоит пленка, изначально поклеена пленка на экран, хотя я бы заказывал со стеклом. Очень приятный смартфон, очень приятный, хотя многие скажут, что это вот не тот бренд, который там хотелось бы иметь, потому что там чего-то. Но IP68 вы уже поняли из того, что мы его сейчас помыли, конечно же, можно... IP68 он имеет именно влагозащиту. 4К 30 Гц снимает, и в принципе уже можно его переходить и тестировать. Ссылки в описании под видео на проверенного продавца. Подписываемся, нажимаем колокольчик. Ну и ждем, конечно же, выводы. Вот и наш смартфончик. Ну, вид вы сейчас оценим с вами, но перед этим мы должны с вами оценить комплект. Сам по себе смартфон, посмотрим чуть позже, в комплекте. Сразу говорю, есть у нас вот такая вот штукенция. И в комплекте у нас стеклышко. Стеклышко, ребята, модельное. За это огромный плюс. У нас есть вот такая вот штука для поклейки, видно стеклышко. А, нет, это для вскрытия этих заглушечек. Очень классная тема. Куча гарантийных карт и мануалов. Есть его пленки, в которых он был перед настройкой. И само собой, я вам хочу сейчас показать один интересный момент. Это 66 Вт блок с Power Delivery. То есть эта штука поддерживает Power Delivery. Само собой, при его объеме аккумулятора это необходимо. Есть вот такой вот хляст, не хляст, а хвост. Не хвост, а, короче, ремешок. И есть у нас фирменный кабель Type-C на Type-C для быстрой зарядки. Очень хороший комплект на самом-то деле. Я вам серьезно говорю. То есть я как бы вот от Улифона я очень был, не ожидал, что будет такой комплект. Я когда его получил, думаю, ничего себе. Смотрите, сейчас включим на зарядку. Он определит быструю зарядку Power Delivery. Сейчас посмотрим. Так, 41%.
Так, смотрим, от фирменной зарядки у нас сейчас доходит 57-56. Ну, дело в том, что у нас сейчас не пустая батарея. Все вы знаете, наверное, от 58 было в пике, что чем у нас, когда совсем пустая батарея, идет самый быстрый ток зарядки. На текущий совсем момент 54-55 ватт. И это говорит о том, что действительно здесь быстрая зарядка, поддержка есть. 66 ватт в пике. Ну, это у нас на совсем пустую батарею будет. То есть на текущий момент подтверждаем быструю зарядочку. Все хорошо. Очень яркий экран. У нас, смотрите, сразу начинаем с разблокировки пальцев. Смотрите, насколько это все быстро делается. То есть, смотрите. Раз. Вот так вот. Раз. Еще раз прикасаемся. Раз. То есть это работает очень быстро. Очень яркий экран. Мы должны с вами поставить карту сюда и заодно посмотреть, что у нас есть на боках. Сбоку качелька громкости, у нас есть кнопка с датчиком отпечатков пальцев, само собой все закручено на винты, есть у нас вот такие вот бамперы резиновые, специальные дополнительные для ремешка, у нас такое крепление с заглушками, само собой, ну здесь влаговодозащита, на Type-C у нас вот есть тут разъемчик, с этой стороны у нас есть универсальный коннектор для дополнительных устройств Ulefone, ну в данном случае его можно купить с эндоскопом. Очень удобная тема. К тому же можно, сейчас посмотрим, что у нас тут по карточкам, установить две карты, либо одну карту и одну microSD карту. Ну, тут уже дело такое, кто как хочет, так и делает. То есть вы поняли, да? Устанавливаем. Так, установили, заблокировали. Дальше. Есть кнопка программируемая, ну, обычно для PTT, либо для дополнительных каких-то, скажем так, приложений, которые эту кнопку могут биндить. Ну, спереди у нас разъем для наушников. 3,5, хорошо. Есть верхний динамик, есть здесь динамик. То есть у нас стереозвук, в этом уже плюс. Слушайте, ну, прям вот такой цельный кирпичонок. Смотрите, что у нас здесь есть. У нас здесь есть, на секундочку, 108-мегапиксельная камера. Есть вот такая вот вспышечка, блок вспышки. И есть у нас флир. Термальная камера. И плюс у нас здесь есть еще микроскоп. Микроскоп это просто топчик. Я вам говорю, я когда баловался с микроскопом, я просто-напросто вообще обалдел. То есть вот он микроскоп, мы сможем с вами приложить, делать тут снимки. Это просто классно. При этом есть увеличение 60x. Смотрите на качество вот этой вот съемки микроскопа. То есть это реальный микроскоп. Все вот эти вот видео, фото, которые мы делали, мы, конечно же, разместим в описании под видео. Слушайте, в целом он такой, вот видите, у нас подсветочка для микроскопа даже включается. То есть, когда вы включаете микроскоп, у вас раз включается, случайно заблокировал, у вас раз включается подсветочка. То есть вы можете прикладывать и делать с ним. Так, ну к камерам мы вернемся попозже. Очень яркий. Эта яркость у нас меньше, чем наполовину. При такой яркости у нас достаточно сильный пересвет. Мне не нравится. Я думаю, что вам нужно тоже чуть приубавить яркость. У нас есть поддержка 5G. Это мы сразу видим в шторке. Есть у нас подводная съемка. Подводная съемка, вы можете с ним, ну, в принципе, если это кирпич, вы можете с ним нырять для того, чтобы побыстрее погрузиться, очень даже неплохо. Точка доступа, модуль NFC, само собой есть. Давайте автоповорот включим или не будем включать, не знаю. Сканировать QR-коды и есть реверсивная зарядка, то есть вы можете поставить реверс-чардж и заряжать от беспроводной. Кстати, у нас в этом месте беспроводная зарядочка, вы сейчас видите, как он заряжается на нашей пауэр-станции с беспроводной зарядкой. Берет до 15 ватт. В пике видел 15 ватт, хотя, ну, вы уже видели, что они заявлялись. То, что я видел в пике реальных. У него еще автоматическая яркость, надо чуть прикручивать, потому что будем с пересветом сидеть. Слушайте, ну в этом плане, конечно, прикольно. Дальше. Интерфейс очень-очень плавный. Знаете почему? Потому что здесь 120 герцовый экранчик. То есть, если я сейчас пойду, допустим, в настройки, ну, само собой, у нас есть Wi-Fi, сейчас подключено на 2,4 ГГц, подключимся на 5 ГГц.
При этом он поддерживает Wi-Fi 6 с коннектом 1200 мегабит. Очень-очень хорошая тема. И раз уж мы так сразу подключили Wi-Fi, давайте сразу что-нибудь там протестируем, какой-нибудь провайдер. И тут у нас, грубо говоря, по Wi-Fi он сейчас даже на какого-то там левого провайдера 550 мегабит показывает. По 5 ГГц это очень даже неплохой результат. То есть мы с вами имеем, давайте эту штучку уберем, мы с вами имеем очень классный результат по Wi-Fi на отдачу вообще там. То есть фактически я думаю, что до гигабита при очень хороших обстоятельствах мы спокойненько получим. При том, что мы можем сейчас с вами сделать, то есть грубо говоря, взять, подключить 2.4 и проверить сразу же проверить 2.4. Давайте стартуем. Стартуем 2.4. Здесь у нас тоже обалденный результат. Выше 100 мегабит, 130 на... А ну-ка. Давай. 127 на 130. На 140 даже. Нифига себе. На 160. Очень неплохо. На 161. Ну и в принципе, раз уж мы здесь, давайте отключим, допустим, Wi-Fi. Включим наш, скажем так, нашу карту 4G. У нас есть 4G, 5G у нас нет. У нас нет отметки 4G+. Это значит, что, скорее всего, здесь нет агрегации. Мы это должны понимать. Но также у нас здесь не будет высокого показателя, потому что мы находимся внутри огромного помещения. И здесь у нас, в принципе, закрыто. Вот у нас тест 4G. В пике до 50 на открытом пространстве он спокойненько у нас показывает. Ну вот сейчас 22, 23, 26, 30, 33. Мы внутри помещения в глубине. Не думаю, что сейчас на отдачу. Что? А ну показывает, что нормально. 23. Очень даже неплохо. То есть 33 на 28. Это для внутри помещения. Ну хорошо, включаем наш Wi-Fi, дабы дальше тестировать. Что у нас еще здесь интересного есть? Смотрим детский режим, найти устройство режим и, конечно же, набор инструментов, которые нам могут помочь именно для рабочих специальностей. Это такие инструменты, как настенный уровень. В принципе, все, кто использует такого рода смартфоны, я его перевернул, все, кто использует такого рода смартфоны, знают, что здесь есть и компас, и шумомер. Я вот сейчас могу там покричать, и он будет, в принципе, измерять шум. Есть замер высоты с помощью такой технологии высоты вашего роста и угла наклона. Примерный, но в принципе можно скажем так, получить какой-то результат. Есть уровень поплавковый, вот такого уровня, вернее пузырьковый даже поплавковый, то я чуть загнул. Есть у нас лупа. У кого нет лупы из нас. Есть транспортир для измерения углов. Очень тоже прикольно все сделано. Отвес. То есть фактически можно использовать для отвесов. Для определения отвеса. Короче, рентон, тревога, зеркало, шагомер, фонарик и барометр. Вот, кстати, барометр классная тема. Высота 82 метра. Можно калибровать. Короче, с барометром для рыбаков отлично. Они там по барометру вычисляют различную фигню, поэтому им это нужно. Есть FM радио с наушниками, само собой. То есть, если я сейчас включу, сейчас посмотрим. Есть без наушников. Без наушников радио. Да, прикиньте. Я как-то думал, что с наушниками, но радио работает без наушников. Хорошо, за это тоже огромный плюс. Ну, давайте посмотрим его технические характеристики и посмотрим сразу экран. Возможность включения 120 Гц и 90 есть. Это очень хорошо. То есть у нас, по сути, он очень плавный. Также, если посмотреть в телефоне, то мы видим, что у нас тут, грубо говоря, 12 плюс 12. Мы можем включать расширение памяти, версия Android 13. И это у нас процессор Dimensity или Dimensity, кто как читает, 7050, 8-ядерный, до 2,6 ГГц.
Внутреннее хранилище 512, разрешение экрана 1080 на 2408. Ну, в общем-то, очень даже все неплохо. А вот что нам показывает AIDA 64, то это то, что у нас MT6877 платформа, LPDDR4, Bluetooth 5 серии, центральный процессор все тот же Dimensity, но вот здесь мы понимаем с вами более глубокую архитектуру. 6 ядер Cortex A55 по 2 ГГц и 2 ядра Cortex A78. На секунду, это даже не 76-е, по 2,6, 6-нанометровый. Очень неплохо. По батарее 9600, но здесь чуть больше батарея. Мы с вами видели заявленный, то есть то, что у нас показывает AIDA, тут еще надо разбираться. Доступа к температуре, само собой, нет, как в принципе в таких вариантах. И по кодекам, а для чего нам кодеки, что мы здесь будем с вами кино смотреть стриминговое? Хотя здесь нету, здесь AV01 аппаратного, но это нас не сильно-то и волнует. Также по мощности у нас есть AnTuTu бенчмарк, который мы проводили. Он показал на момент тестов 559 тысяч баллов. На этом можно хорошо играть. Мультитач у нас показывает до 10 касаний. Тоже все отлично. И давайте сейчас с вами посмотрим именно игровую мощность. По результатам у нас Slingshot Extreme 3962 балла, Slingshot 5314, Wildlife 611, именно Extreme, и Wildlife простой 2191. То есть здесь можно играть и в Genshin Impact, и достаточно мощные современные игры. Поэтому тут как бы с этим проблем нет. Нам остается из системщины провести тротлинг-тест. Тротлинг-тест обязателен, потому что мы должны видеть, есть ли усталость процессора или нет, даже без доступа к температуре. Стартуем. Ну, по результату я вам скажу, очень даже неплохо. Никакого тротлинга я не заметил. Фактической усталости процессора тоже нет. Из того, что нам осталось с вами посмотреть, есть у нас флир. Да, мы можем сейчас пойти, вот вы сейчас видите, мы ходим, мы делаем съемку нашего помещения. Леш, я здесь буду показывать видосы, а ты просто-напросто... Вот, пожалуйста, мы снимали флиром нашу студию. Здесь у нас Лена чуть-чуть болтает. Вот, пожалуйста, мы снимаем. Мы видим у нас источники тепла. Мы можем увидеть с вами источники, куда уходит тепло. Ну, например, вот видео. Можно переключать режимы. Сейчас покажу, кстати. Вот мы, например... Мы видим отопитель. Да, вот слушайте. Сейчас вот отопитель мы можем, то есть, увидеть именно источники тепла. Очень классная тема. Почему? Потому что вот здесь мы можем с вами понять конкретно, где у нас уходит тепло. Утечки тепла. Вот, видели? Вот утечечки здесь. До 6, до 4, до 3 градусов. То есть вот здесь вот надо изолировать. Это очень флир, очень классная тема, которая подходит для... Вот я выложил, кстати, оригиналы с флира, именно этих самых фото, видео. Вот у меня есть аккумуляторы с зарядки, они еще заряжаются. Мы можем, в принципе, посмотреть их температуру. Вот, например, аккумуляторы, они сейчас на зарядке, мы можем проконтролировать их температуру на зарядке, мы можем включить указатель температуры точечный. Вот, например, аккумуляторы сейчас нагрелись, вот сама зарядка нагрелась до 40 градусов. Мы можем посмотреть среднюю температуру с целевым указателем, то есть средняя здесь 35,5, и можем просто посмотреть. Вот, убрать целик, еще добавить. Короче, у нас тут целая история. Мы можем этих целиков добавлять просто-напросто кучу. Очень удобная тема. Флир у нас подходит и автомеханикам, которые, например, могут искать утечки в автомобиле какие-нибудь. Кстати, моя рука, видите как, то есть это тепловизионная камера. Можно, кстати, различные режимы тепловизионной камеры выставлять, в чужого поиграть, чуть-чуть не в чужого, а в хищника. Да, вот таким вот образом. То есть это очень-очень-очень круто. То есть здесь у нас есть флир. Хорошо, ладно, с флиром понятно. По мультимедиа, конечно же, посмотреть какой-нибудь ютубчик, посмотреть какое-то кино вы здесь спокойно сможете. То есть мы можем с вами сейчас выбрать там 4К геоплейсы наши, включить и протестируем заодно звук.
Блин, звук прикольный. А что это у нас? Это у нас, наверное, микрофон. У нас все-таки не стереозвук. У нас монозвук, но он громкий, чистый, прикольный. Хотя здесь тоже играет. Стерео. Или нет, не стерео. Не стерео. Нет, не стерео звук. Спокойно декодирует до 4К HDR. Экранчик у нас позволяет, хотя 4К уже... Не, декодирует. Слушайте, вообще отлично. Качество просто отлично. Поэтому могу сказать, что здесь посмотреть видосики, посмотреть киношки вы запросто смотрите и вообще ничего, ни о чем не думаете. А также вы можете здесь поиграть. Мы с вами поиграем, например, там, в PUBG. Смотрим. Если пойти в настроечки... Ой, надо тише сделать. Он очень-очень громкий. Если пойти в графику, дает нам высокие и дает нам частоту кадров ультра. Это значит, что он поддерживает наш быстрый... Воу, да тут целить будет вообще самое большое удовольствие. Слушайте, прям вот топчик. Вот в этом плане прям топ. Мне нравится. Слушай, вообще смартфон, смотри, 120-герцовый экран. Смотри, как плавненько ходит вообще. Слушайте, ну мощности хватает, он вообще не греется. То есть он вообще не греется. Сейчас поиграем чуть, посмотрим. Уи, полетели. Он не будет тормозить. На таком мощном процессоре здесь ничего тормозить не будет. Поэтому я просто вот констатирую факт того, что мы можем здесь даже поиграть. Так, слушайте, ну ничего так, кстати. Берем, что можем. Автоматик сейчас возьмем. Никого нету. Очень приятно играть. Ребятки, вот кто-то здесь есть, нет? Очень жалко. У нас были все шансы с вами. Какой сюрприз? А, нафига я это нажал? Короче, слушайте, сейчас еще постреляем чуть. И можно выходить дальше, поиграть во что-нибудь. Вообще прикол. Вообще просто, блин, приколюжная игра. Хороший громкий звук. Правда, плохо, что не стерео. Определить, где у вас враг, будет очень-очень тяжело. То есть... Это нормальная тема. Слушайте, ладно, выходим. Слушайте, если говорить о чем-то более серьезном, то, в принципе, знаете, можно поиграть вот в Shadow Legends. Shadow Guns Legends вообще. О-хо-хо! Такой себе мощнявый шутерок на самом-то деле. В принципе, смотрите... Все очень плавно. Ну, на самом деле нет цели на такого рода смартфонах вообще играть. Это смартфоны для каких-то бизнес-задач, имеется в виду рабочих специальностей, либо в тяжелых погодных условиях и тому подобное. Либо там строительство, либо дальнобойщики, ремонтники. Не знаю, автомастерские огромные, то есть газовые какие-то установки, там, где можно с вами, в принципе, регистрировать утечку с помощью флира. А вот по поводу, допустим, камеры и микроскопа, то есть сейчас мы отдельно с вами поговорим, потому что очень-очень прикольная тема. Слушайте, ну играть мы можем во все что угодно. То есть сказать, что там нету цели тестировать это все действие на игры. Все отлично. Ну, на это тратить время я точно не буду. Смотрите, по поводу камеры. Есть микроскоп. Отличная тема. Мы можем фотографировать. Видео может снимать у нас с разрешением. Ну, у нас тут микрофон. Есть стаб, AIS. Мы можем его включать. Есть у нас качество видео 4К. На секундочку он снимает. Плюс у нас, смотрите, по самой картинке это обыкновенное фото. Может снимать в режиме HDR.
задержкой, тап-капчер. Короче, камера у нас, откровенно говоря, достаточно расширенная. Есть режим 108 мегапиксельной камеры. Мы сейчас, вот у нас девочка ходила, снимала. Есть проф-режим, есть панорама сканирования QR-кодов и монохром. Мы можем с вами, в принципе, посмотреть то, что она снимала. Это у нас съемки с микроскопа. Микроскоп, я вам уже говорил, что есть. Смотрите, это у нас коверлин мы снимали. То есть это просто топ. Просто вот топ. Это я снимал свою тут. Вот это вот диван. Это ворсинки дивана. То есть я, честно говоря, вообще не ожидал, что в смартфоне такого уровня будет... Ну, гифки он может снимать. Гифки нас не очень волнуют. Очень качественная камера при очень хорошем освещении. Хотя, допустим, видео могло бы быть лучше, то есть 30 Гц для меня маловато. А так, я вам скажу, очень-очень хорошо детализованно снимает, при очень хорошем освещении. Ой, кстати, это видео, видите, у нас там... Но это вы можете оценить у нас, в принципе, посмотрев оригиналы этих самых фото и видео по ссылочке. И уже там оценить именно эту всю красоту сами. Не скажу, что это самая худшая камера, которую я вижу. Я могу сказать, что это такой уверенный середнячок. Ладно, переходим, резюмируем наш смартфон. В качестве выводов скажу, что вот этот вот смартфон действительно неплох. Да, немного дороговат, я считаю, но учитывая его возможности с подключением вот этих вот наружных устройств и тому подобного, это действительно очень-очень прикольный нормальный смартфон, который я могу рекомендовать, но для определенных профессий. Для повседневной носки он достаточно тяжелый, больше 400 грамм, это уже много. А так, вот агентская штука. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.